Добрый день! Сегодня поговорим о наболевшем. Ведь буквально на днях Россию захлестнул небывалый дефицит яиц. Космические цены и километровые очереди, место в которых нужно занимать с 5 утра. Что-что, от такого удара по яйцам россияне уж точно не ожидали. В эфире программа «Яйца судьбы». Простите, жизнь и судьба. Я Борис Корчевников. И сегодня у меня в студии необычный гость, который еще недавно был обычным нищебродом, а сегодня он крупнейший белгородский яйцемагнат Евгений Скорлупян. Приветствую вас, Евгений. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Я к вам, кстати, не с пустыми штанами. О, это вам. Ух ты, спасибо. Я так понимаю, это какое-то уникальное яйцо, да? Да нет, самое обычное. Я бы даже сказал простое. Но это сегодня. А учитывая динамику цен, завтра оно может быть уже и золотое. К нему, кстати, идет сертификат. Вот, пожалуйста. Там серийный номер яйца, фамилия, имя, отчество курицы, дата и время сноса и, на всякий случай, свидетельство о вылупе, если вы вдруг решите его высиживать. Спасибо. Расскажите, с чего началась ваша история успеха? Довольно-таки банально. Я целый год нигде не работал, сидел на диване и думал, чем бы заняться. И в какой-то момент подумал, а почему бы мне не зарабатывать на том, что я весь этот год, сидя на диване, чесал. Так я и попал в этот хрупкий, но довольно прибыльный яйцебизнес. И что, как говорится, сразу пошли дела? Нет, конечно. Я же говорю, сначала я попал на очень большие деньги. Интересно, расскажите. Ну, это была моя первая закупка. Мне продали 8 тонн покрашенной в белый цвет картошки. Я тогда еще удивился, как это может приехать целый КАМАЗ с яйцами, выгрузить их во дворе в одну кучу, и при этом ни одно яйцо не разбилось. Я подумал, какие качественные яйца, и на радостях заказал еще 2 КАМАЗа. Решил сразу не продавать, подержать их на складе, пока цены поднимутся. Так, и в какой момент вы поняли, что вас обманули? Ну, когда яйца проросли, тогда и понял. Но с бизнесом вы решили не завязывать? Нет, конечно. Я перебрал эту картошку, покрасил ее в зеленый цвет и очень выгодно продал как киви. В 3 раза дороже, чем яйца. Так, и что? Ну, через месяц эти ребята, у которых, естественно, проросло киви, приехали ко мне и чуть не отрезали мне то, чем я изначально планировал заниматься. В общем, я понял, что с такими ребятами, как говорится, яйца не сваришь, и решил работать по-крупному. Сразу же зарегистрировался как Юр-Яйцо и организовал новую компанию под названием «Скорлупян» и Ко-Ко-Ко, которая сейчас, кстати, успешно развивается. Расскажите об этом подробнее. Ну вот, например, сейчас в России очень сильно набирает обороты рынок яйцевалют. Взять, например, тот же биткоин. Это типа как биткоин? Что значит как? Они торгуются 1 к 1. Более того, скоро по всей России мы планируем открыть пункты обмена яиц. В каком смысле обмена? В прямом. Чистые на грязные, сырые на вареные, битые на целые, ну, с доплатой, естественно. Страусиные на перепелиные, но там курс, конечно, сумасшедший. Скажите, а вы не пробовали сдавать яйца в аренду? Как это слово английское? Лизинг. Да-да, именно. Нет, я решил не заниматься яйцелизингом. У нас в стране этим занимаются Соловьевы, Симоньяны, там очень большая конкуренция. Кстати, сейчас мы активно занимаемся кредитованием. Может, слышали торговую марку «Займи яйца»? Ну, что-то знакомое. Но вот там та же схема, что и с деньгами. К нам приходит человек без яиц, берет в кредит 10, а в течение года отдает 20. А если не отдать?
отдаст? Ну, тогда мы останемся без яиц, а он без яиц. Вообще, я вам скажу, в этом бизнесе часто случаются форс-мажоры. Мы вот, например, несколько месяцев назад запустили новую эксклюзивную линейку яйца пригожинские. Абсолютно провальная история. Почему? Не знаю, яйца вроде неплохие, но при транспортировке постоянно разбиваются. Но не будем о грустном, о таких яйцах, как говорится, либо хорошо, либо ничего. Мы сейчас, кстати, тестируем одну очень интересную бизнес-модель, где любой желающий может стать яйцеонером нашей компании. Все очень просто. Вы покупаете у нас яйца, кладете их на депозит, и каждый день вам капает по яйцу. А если приведете друга, который тоже купит яйца, то из его яиц вам будет капать. Таким образом, пополняется яйцевалютный запас нашей страны. Спасибо вам за беседу. И последний вопрос, чтобы как-то успокоить население. Какие ваши прогнозы в связи с этим дефицитом? Как долго еще у россиян не будет яиц? Честно, знаете, у россиян уже лет 20 как нет яиц. Чего они только сейчас начали об этом переживать, я не понимаю. Я бы на их месте уже не волновался. А я и не волнуюсь, потому что пока у них нет яиц, у меня всегда есть работа.